Всем привет, ребят! Хочу сегодня для вас закоптить, одновременно снять, показать рецепт карпа. В принципе, копченого карпа я не люблю. Я ел разные рецепты со специями, без специй, сам пробовал, меня угощали. Мне не нравится. Пока мой давний знакомый, мой, можно сказать, сосед по даче, меня не угостил просто шикарным копченым карпом. Вы увидите, значит, до чего там все элементарно и просто, но там есть один нюанс, который я буду вам показывать. Нюанс, который меня самого очень удивил и, в принципе, вообще перевернул мое видение копченого карпа. Давайте приступим. Значит, карпик у нас уже почищен и помыт, немножко подморожен, чтобы легче резался. Разделываем. Головы нам не нужны. Вот. Где-то вот на такие вот куски режем. И сейчас разрезаем пополам еще вдоль. Помещаем в контейнер с рассолом. Рассол у нас, как обычно, на литр воды, 3,5 ложки соли, и я для карпа положил 2 ложки сахара. Так я обычно кладу 1 ложку на рыбу, чтобы не мешал отрезаемый хвост. Он нам совершенно не нужен. Знаете, мне попался, вот буквально на днях читал статью одну, там очередной учитель по копчению рассказывал, как надо коптить, не только рыбу, там он рассказывал, как, я не помню, что коптил он, вот. Так он учил, что сначала он замачивает щепу. Напомню, ребят, ни в коем случае щепу не замачиваем. Потом он в этой щепе коптит, а потом он начинает сушить. То есть сначала он наведет гадости. Конечно, у него там копчение было и с пятнами, все как полагается. Полагается в кавычках имеется в виду. Вот. То есть, вот такая вот очередная история про неправильное копчение. И там же я вам скажу, что самое интересное, столько людей им восхищаются. Ничего, как говорится, повосхищаются, поймут, что неправильно. Кому это дело неинтересно и не нужно, бросит. А кому интересно, кто захочет понять, пойдет дальше и дойдет. Значит, рыбку мы сейчас контейнер закрываем и в теплое место до завтра. То есть примерно где-то на часов 12-15. Можно на сутки, хуже не будет. Ну что, ребят, значит, рыбка полежала более 12 часов. Сейчас раскладываем ее в сушилку для обвяливания. В принципе, можно было бы провялить рыбу и сутки. Но именно вот по этому рецепту ее надо просто просушить в сушилке. И, собственно говоря, на этом все. Вот, то есть сейчас рыбку раскладываю я в сушилку. И через, сколько, не знаю, час-два, вот сейчас солнышко светит, будем приступать к копчению. Кстати, секрет этого рецепта, именно вот секрет этого рецепта, то, что я говорил. Я не знаю, по какой причине, но то, что рыба порезана на кусочки, из-за этого она становится почему-то гораздо вкуснее. Вот. Все, сейчас протираем от влаги поддон. Да, кстати, рыбу я промыл просто холодной водой. Вот. То есть слил рассол и под краном промыл холодной водой. Значит, карпика мы будем коптить на сливе. У меня вот здесь есть щепа, совершенно сухая, никаких замачиваний. Жменю. И еще чуть-чуть. Вот.
Да, у меня стоит, это просто подставка для жиросборника, так как коптилка у меня-то самодельная, вы же в курсе. Блюдо жиросборник. И пойдем за карпиком. Карпик у меня уже просушился. Я его просто сейчас разложу на решетку и принесу сюда. Первая партия карпика. И я хочу здесь также поставить свой щуп. Только для того, чтобы вам показывать температуру. В коптильне. Так, значит, устанавливаем. Вот вторая решеточка. Ставим так, чтобы мой щуп не касался рыбы. Щуп в термометр. Контролируем температуру в коптильне. И по таймеру я буду коптить в течение минут 40 от установки. Вот. Температура в коптильне 25. Копчение буду проводить где-то от 90 до 110. Не больше. Ну и в течение где-то, ну не знаю, получаса, 35-40 минут. Ну, то есть буду смотреть. Кстати, ребят, можно сказать, что в случае с рыбой, да, в случае с рыбой коптить можно чисто по температуре в баке. Ну, по крайней мере, вот я уже проконтролировал. Если у меня в баке температура где-то 105 градусов, рыба готова. Вот. Если в баке 110, она уже прямо разваливаться будет. Я, в принципе, такую люблю. Если температура где-то 100 градусов, то уже надо быть готовым, что скоро будешь ее снимать. Ну что, ребят, рыбка коптится уже 41 минуту. Давайте снимать. А температура у нас 105 градусов. Ну, в принципе, вот, посмотрите. Шикарно, да? Давайте вынемем один кусочек, попробуем. Так, какой? Какой-нибудь вот этот вот. Такая плотненькая. Ну, в принципе, вот, смотрите, рыбка готова полностью. Она рассыпается. Аромат дымка. Конечно, по-любому надо проветривать. Шикарно. Шикарно. Ну все, ребят, я снимаю рыбку. Я ее выветриваю. И вечерком пробуем. Ну что, ребят, рыбка отлично прокоптилась. Отстоялась, уже, собственно говоря, 6 часов вечера. Вот, а закончил я коптить, это было где-то в районе 12. Вполне хватит. Давайте какой-нибудь кусочек попробуем. Вот. Здесь какое отличное мяско. Вообще шикарно получилось, по-моему. Понимаете, когда карп нарезан кусками, то дым очень хорошо проникает. Здесь не получилось перенасыщенным. Со щепой я не прогадал. Просто тот человек, который говорил мне этот рецепт, он не помнил, на какой щепе он коптил. Вот. Со щепой не прогадал, соли умеренно. И из-за того, что рыба порезана вот на такие кусочки, она очень хорошо так порционно прокоптилась. Просто за счет. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки, делимся этим видео, делимся своим мнением. Все, всем пока и до встречи на канале.